Всем доброе утро. Мы находимся в Киеве. Точка отправления, а точка прибытия — город Припять. Чернобыльская атомная электростанция. Съездим, посмотрим, что там да как. Ну что, поехали. Вот мы прибыли к первой точке нашей. Это город Чернобыль. Кто не знает, город Чернобыль довольно-таки населенный. Здесь проживает около 2-3 тысяч населения. В основном это пожарники, полиция, охрана, госслужащие, скажем так. Сама территория района города Чернобыль заражена всего лишь на 10%, поэтому это довольно-таки безопасный город со своими отелями, где вы можете остановиться на 2 дня, есть такие туры. Мы приехали на однодневный тур. Сейчас нас гид поведет кто-то, покажет что-нибудь, и поедем мы в сам город Припять. Вот здесь мы видим таблицы, скажем так, погибших сел. Очень длинный ряд, очень длинный ряд. До конца мы, наверное, не пройдем, а может даже вообще не пойдем туда. Я так немножко вам пройду, покажу, насколько велика была трагедия для жителей данной территории. Ну и, мне кажется, всей Украины. Сколько людей покинули свои столетиями жилые территории. Это просто ужасно. Вот на таких автобусах производилась эвакуация людей из Чернобыльской зоны во время аварии. Конечно, не так было все разрисовано, но сама модель автобуса была именно такая. Сейчас мы с группой продвигаемся к радиокомплексу «Дуга». Всем известная очень большая антенна, которая была создана для того, чтобы противодействовать войскам НАТО, а также США. Отслеживали запуски балтийских ракет и тем самым предотвращать, скажем так, нападение на Советский Союз. Вот. Сама дорога, конечно, не самая интересная. Здесь ничего такого красивого нет. Но дуга вот со стороны, я сейчас покажу, прикольно. Это, кстати, бывшая воинская часть. Нам сказал гид, на карте начислилось как пионерский лагерь. Здесь проживали люди, которые военные с семьями, которые обслуживали данную радиостанцию «Дуга». Мало что осталось, а вот и сама Дуга. Мы туда направляемся. Ну вот мы вышли на финишную прямую и продвигаемся именно к данной такой антенне, скажем так. Ну, вы знаете, размеры впечатляют. На фотографиях кажется гораздо меньше. Кстати, если кто-то спросит, почему я не снимаю на дрон нужно снимать с разрешением Службы безопасности Украины. Сначала надо получить разрешение, а потом по съемке с дрона вы должны предоставить видеоматериалы СБУ, они проверят, что вы снимали, как снимали. И, очень много головняка, поэтому снимаем только на камеру, только в пешем режиме. Кстати, о самой антенне я рассказывать не буду. Во-первых, я очень мало информации знаю. Я приехал здесь как турист. Вот. Но если вы закажете тур с гидом, это очень интересно, познавательно. Поэтому, если я все расскажу, вам будет неинтересно посещать данную территорию. Но мы выдвигаемся в сам город Припять, мертвый город. Водитель нас будет ждать с другой стороны района. Не совсем вот прям с другой, а в месте, где можно нас ожидать. Гулять будем где-то час, если
вам надо воду, можете воду взять, там знаем, что воду здесь. Воду можно пить на улице. Это мой брат. Вот. Вот, мы приехали, я так понимаю, центральная улица, проспект Ленина. И сейчас нас гид поведет показывать те достопримечательности, которые нам можно видеть. Вот. Потому что вот, в последнее время законы немножко поменялись, уже запрещено заходить внутрь зданий. А в ближайшем будущем вообще хотят оградить ленточками для того, чтобы максимально оградить туристов для посещения каких-то, скажем так, развалин и мест, где можно получить травму. Вот, как-то так. Ну, пойдем посмотрим, что там. Кстати, кратко о городе. Численность населения в городе на момент происшествия было около 52 тысяч человек. И этот город был довольно-таки молодой, всего лишь 16 лет от роду. Соответственно, люди здесь проживали очень молодые, счастливые, скажем так, веселые. Поэтому это еще более печально и грустно, что именно судьба, так вот сложилась судьба, что эти люди вынуждены были покинуть, можно сказать, свой рай. Сейчас мы направляемся в дворец культуры «Энергетик». Всем известные фотографии, да, в интернете прям растят. Вот. Я сам иногда поглядывал, мне было очень интересно. И вот мы приближаемся к этому знаменитому зданию. И опять же, во время зимы есть свои плюсы, что растительность поубавилась листвы, поэтому гораздо лучше рассмотреть можно здание. Вот. А с тем учетом, что заходить-то запрещено, то это вдвойне, скажем так, приятно. Вот это энергетик. Кстати, как только сейчас сообщили, что вот здание за мной, так что спешите все-таки ехать посмотреть данное место, которое в очень аварийном состоянии и буквально может сегодня-завтра может разрушиться. Да. Вот отель «Полиция». Поэтому, если вы хотите увидеть именно архитектуру, которая была создавалась изначально, то выделяйте время, берите отпуска, едете, смотрите, потому что есть шанс, что вы не увидите больше этого. Вот. Но по вывеске видно, что это был довольно-таки шикарный ресторан. Шпиц, где был, наверное, флаг коммунистический, либо еще какой-либо, может, города. One meter distance looks like nothing, but I know that really here will be high level of radiation. But let's put the Gauge counter as close as possible and change into the frequency. Yeah, really radioactive place. So here we have Вот здание ресторана, как говорил, запрет на вход. Вот, поэтому могу только снимать снаружи. Видите, вот остались еще такие, наверное, супермаркет был в то время. Видите, консервы овощные, фрукты. Возможно, диванчики, ну, я думаю, это принесли уже сюда люди. Как называемые сталкеры, либо легальные посетители данных мест. Вот такой вид постапокалиптический. Вот. Полки. Это был, наверное, не супермаркет, наверное, как рынок какой-то крытый. Ну, вы знаете, на то время посмотрите, подписано, что как современные супермаркеты. То есть, насколько я помню, в моем городе такого не было.
Ну вот. Повторяюсь, мы сейчас, скажем так, гуляем на центральных улицах. Ну, площадь, вот там была площадь. Там была площадь, где я снимал отель. Или даже готель. И говорил, что он скоро может рухнуть. Вот там находилась площадь, походу. Вот. Ну вот, мы подходим, наверное, к самому главному месту достопримечательности, колесо обзора. Все его видели на фотографиях, во множество видео, даже в сериалах, в фильмах про Чернобыль. Вот мы здесь. Вот такой вид открывается, если именно следовать по маршруту, потому что от маршрута отклоняться запрещено. Вот это колесо. Кстати, как рассказал гид, вот именно на этом месте, вот где вы видите колесо обозрения, и видите, площадка вот очищена. Вот я так покажу, вот здесь вот эта площадка очищена. Здесь расчистили место для посадки вертолетов, которые осуществляли тушение энергоблока. После чего все зачистили, но сами качели, машинки, все остальное осталось зараженное, но оно не представляло на тот момент нужды в очистке, поэтому когда будете здесь, осторожно, все-таки слушайте гида, это все-таки не шутки, будьте внимательны. Вот смотрите, как в то время заботились, да, о виде фасада здания. Это просто шикарно, с тем учетом, что это бывшая детская площадка, да. Здесь гораздо меньше было растительности, чем сейчас. Вот. Сейчас мы подойдем к машинкам, которые я в детстве мечтал покататься. И катался не только в каких-то морских городах, но я был очень маленький даже. Смутно это все помню, но вот они здесь были в этом городе. То есть не каждый город мог себе позволить. Такой это довольно-таки современный, молодежный, продвинутый город. Был. На данной фотографии мы видим ликвидаторов после того, как ликвидировали аварию. Вот они сделали последние фотографии в этом городе. Вот так было, вот так стало. Вот. Вот подошли немножко ближе. Видите, карусель была, да? Вот само колесо обозрения. Очень яркое, желтое. Сегодня солнечный день, морозный. Очень круто, очень круто. Сделаем пару фотографий здесь. Кстати, это был один из самых передовых, наверное, стадионов того времени. Здесь так и не успели сыграть, хотя до 1 мая планировали матч. Здесь было все покрашено, все было так, как говорится, все подготовлено для того, чтобы 1 мая люди пришли в такой праздник, смотрели футбол, но не судьба, не судьба. Так это все и осталось. От стадиона ничего не осталось, а я имею в виду от самого поля. Природа взяла свое. Прям за мной 9-этажки, новостройки. Практически везде сохранились окна, не выбиты. Вот. Новостройки, вы знаете, они прям вот как будто только вчера построены. Вот такие светлые дома, как будто только вчера. Серьезно, вот не скажешь, что эти дома уже простояли без хозяев 30 лет, даже больше. Это удивительно. Как говорится, качественно построили. Вот посмотрите, как выглядит нежилая многоэтажка. Вот. Как я говорил, внутрь заходить запрещено, поэтому снимаем только снаружи. Вот частично окна еще на месте, даже балкон, как видите, застекленный. Вот, наверное, там еще какие-нибудь
вещи остались от предыдущих хозяев. Не знаю, если мне разворовали, то остались. Вот. Сейчас я снимаю детский садик. Один из детских садиков, всего их было около 15-16, как рассказал гид. Заходить, как я говорил, запрещено. Но вот если посмотреть, это все игрушки из детского сада. Отсюда просто их в свое время собирали, положили на место, чтобы вот так можно было посмотреть снаружи. Вот, как видите, кто помнит детские стульчики, я лично помню. Вот такими игрушками играли в Советском Союзе. Вот из окна снимаю детскую раздевалку. Я помню эти шкафчики, я был еще в советском детском саду. Самое удивительное, если вот так присмотреться, я даже вот так увеличу вам, видите, вот детская обувь осталась. То есть люди настолько в спешке уходили, да, забирали своих детей, что вот маленькие обувь наших маленьких детей, скажем так. Вот. Сейчас я снимаю больницу, в которую привозили первых пожарников, военных, которые получили ожоги радиационные. То есть в данной больнице до сих пор находится местами высокая радиация. Вот. Поэтому заходить мы туда не будем. И не будем мы заходить, потому что это уже запрещено из-за аварийности здания. Эта больница находится на самом первом районе и называется Первый район. Как бы самый старый район. И как гид сообщил, что очень много зданий именно этого района начали рушиться с течением времени. Поэтому это опасно. Вот, если посмотреть слева, это место оно подзаросло. Вот именно сюда поддержалась скорая помощь. И переносили пострадавших людей в больницу. Вот. Смотрите. Вот здесь была операционная. Одна из. Еще остались какие-то лекарства. Я не медик, поэтому я могу ошибаться в названиях. Лекарство-то либо что-то другое. Сейчас мы смотрим на старые фотографии. Неизвестный фотограф это сделал. Это фотография, я имею в виду. На фотографии изображено кафе под названием Припять с правой стороны. Вот так оно сейчас выглядит. Вот. Чуть левее, мы сейчас туда идем, находится Припятский порт. Вот. Также попрошу заметить, слева из стороны, вот видите, скопление людей. Вот. Как вы думаете, почему они там скопились? Да потому что в то время, как и в наше время, здесь находятся эти замечательные газовые автоматы. Эти автоматы по выдаче вкусной газировки. Кто жил в Советском Союзе, тот помнит. Вот они в таком состоянии. И здесь постоянно было скопление людей, потому что это была, как я помню, одна из самых вкуснейших и сладких водичек, которые я только пил. Нас все-таки подвезли максимально близко к саркофагу новому. Памятник ликвидаторам. Вот. Я думал, они подвезут, но повезли. Ну, кстати, это единственная точка, куда можно подъехать, можно ближе к данному месту. Ну, вам здесь все расскажут подробно, как оно строилось, насколько и насколько оно защищено. Мы пришли к конечной точке нашего маршрута, это речной порт. Возле меня... Возле кафе Припять, возле канала. Да, возле меня находится наш гид Матвей Валентинович. Матвей Валентинович, согласен, но он настолько позитивный, что его хочется назвать просто по имени Матвей. Это позитивный, светлый человек, который очень много рассказывает. Я очень мало всего рассказываю, я так поверхностно, поэтому этот человек он будет прям, я не знаю, как в школе, все расскажет, покажет, что происходило и что будет происходить с этим городом, наверное, в будущем все-таки. Поэтому ссылочка будет в описании. Компания туристическая называется как? Вот здесь написано Чернобыль Travel. Чернобыль Travel. Хорошая компания, по этой ссылочке вы зайдете, узнаете цены,
узнаете скидочки, узнаете маршруты, с вами свяжутся, объяснят, как, что. И Когда и насколько? Можно Да. на несколько дней. да, поэтому начинайте путешествовать, пока здесь еще что-то есть что посмотреть. Время нещадно, природа все-таки берет свое. Ну, путешествуйте. И всем хорошего дня. Ставьте лайки. Ставьте лайк обязательно.